Добро пожаловать, друзья, на канале про Beauty KZ. С вами я, Евгения Жумадилова. Как подтянуть овал лица? У меня сегодня модель, которая пришла именно с таким запросом. Хочет скульптурный лифтинг. Но здесь мы учитываем овал лица, смотрим пальпаторно, визуально нужно диагностировать ткань, во-первых. Так, приступаем. Я хочу начать с чего? Если вы хотите скульптурный лифтинг лица, подтянуть овал, брыли, второй подбородок, да, нужно обязательно обращать внимание на зону шеи. Если шея укорочена, и она вперед ушла, да, так как мы часто сидим за компьютером, неподвижно по 6-8 часов в закрытых помещениях, у нас кислородное голодание еще. Это стопроцентно у всех, кто работает в офисе. У нас годами потихоньку вот эти мягкие ткани, то есть мышцы глубокие, которые держат нам голову и позволяют поворачивать в стороны, они потихоньку начинают тоже уставать, спазмироваться и укорачиваться. Естественно, положение шеи и головы меняется. Поэтому если мы будем работать на скульптурный лифтинг, на коррекцию овала лица, здесь учитывать нужно несколько методик. Профессионалы, мастера, массажисты знают об этом и должны знать, но клиенту нужно объяснить. Смотрим, шея в каком состоянии, осанка, крестец и таз. Это я более подробно рассказываю на своем курсе онлайн, блефаропластический, глубокотканный или моделирующий. Но здесь я хочу немножко начать, так как сегодня будет ролик, где я показываю, я начинаю с зоны шеи. Для этого немного подключаю боковую поверхность шеи и ухожу на трапециевидную зону. У меня клиент лежит. Здесь на самом деле исходное положение можно поменять, перевернуть клиента и поработать полностью с лопаточной зоной. Но я здесь буду вам показывать, как начинается массаж. Начинается массаж с хорошего лимфодренажа. Это у нас зона сосцевидного отростка, где крепится, зона ушной раковины. Кстати, от этих мышц, от мышц, которые в зоне вокруг уха расположены, да, мышцы, они мелкие, их практически не видно, но вы, когда прорабатываете, обязательно разминаете эту зону. Они отвечают за лифтинг лица, кстати. Подключаю переднюю поверхность. Даже можно уходить на жевательную мышцу. И опять соединяем с боковой поверхностью шеи. Поворачиваем лицо и работаем уже локально. Смотрите, захват ткани у меня глубокий. Я знаю, здесь учитываем, да, и кожу, потому что кожа у нас бывает очень тонкая. У кого-то подкожно-жировая клетчатка толстая, да, разные типы старения бывает. Но тем не менее, вы работаете глубоко. В фасциальных техниках мы поверхностно не поглаживаем. Так, грудную фасцию беру обязательно. И сливаю. Видите, мы только на определенных анатомических зонах не работаем. Мы всегда, когда работаем с лицом, ну я так люблю, работаю с прилегающими зонами обязательно. Так, такие техники. Начинается от овала лица и завершается на височной зоне. И немного подтяну переднюю поверхность шеи, платизму. Статики, медленно растягивая. Клиенты приходят с разными возрастными изменениями. Здесь кроме мышц и фасциальных лент, и кроме шеи, еще можно было бы проговорить про диафрагму. Диафрагма тоже немаловажную роль играет.
Для профессионалов я это показываю в глубокотканном лифтинг-массаже. Это курс онлайн. Так, дальше с лицом поработаем. Так, посмотрите, чуть-чуть вверх. Щечная зона. Эта зона у нас требует тонизации. Поэтому техники здесь немного глубокие, но быстрые в темпе. Я здесь работаю на масле. Смотрите. После проработки шеи такие на стаккато похож, но волны. Быстро разогреваем лицо. Работаем несколько раз от овала лица, начиная от угла губ, перехожу на край нижней челюсти, видите? И подтягиваю. Глубокий лифтинг, поглаживающие движения. Все техники я применяю с левой стороны. Так, левую сторону проработала. После этого я заканчиваю массаж, начиная опять с зоны подбородка. Все собираю в лимфатические каналы, которые у нас находятся по периферии. И все сливаю на подключичную зону. Бывают разные типы старения. Деформационная отечный тип старения, например, ярко выраженный нижний треть лица. То есть это второй подбородок, здесь об овале лица даже и речи нет, укороченная шея. Здесь я люблю работать уже комплексно. Процедура начинается не с лица, а с глубоких мышц, грудно-брюшная диафрагма, зона таза, креста. Потом только уже в конце на скульптурный лифтинг перехожу. Друзья, я сегодня показала вам очень короткий ролик. На самом деле на моих курсах для профессионалов я подробно показываю, объясняю теорию, анатомию мышц, анатомию лица и тела, и полностью информацию даю. В описании оставляю ссылку, переходите, задавайте лично мне ваши вопросы. До скорых встреч!